Коллеги, добрый день. Я предлагаю начинать. Спасибо большое всем, кто присоединился. Больше мы не будем, потому что наше время предполагает сегодняшнюю встречу на 2 часа. Коллеги, мы сегодня поговорим тепловой стресс в свиноводстве, экономический ущерб и пути решения для высокопродуктивных генетик. И я начинаю. Сегодняшние спикеры... Так, у меня не листается. Сейчас, секунду. Вот, сегодняшние спикеры. Компания Zipra представляет новых специалистов. С огромной любовью и радостью я хочу представить, что сегодняшний спикер будет Стефан Лангер. Это международный специалист, который больше 25 лет посвятил своей жизни свиноводству. Он начинал свою карьеру на исследовательском поприще, затем занимался долгое время кормлением, консультированием. Большую часть жизни Стефан разбирал случаи и внедрял свой опыт на российском рынке. Он не понаслышке знает, что такое работа с себестоимостью. Он занимался обучением технических специалистов, работал в компании Cargill и очень долго являлся глобальным лидером по внедрению новых научных знаний и экспериментов на предприятиях. И я представляю себя, меня зовут Майя Румянцева. Я также присоединилась к компании Naучн-техн.рук. Предыдущее мое место работы была компания Cargill, где я была техническим директором по свиноводству. Также занималась и какое-то время работала вместе с Стефаном под его руководством. Также занималась кормлением, внедрением опыта на российских предприятиях и, соответственно, обучением технических специалистов. Перед этим у меня был опыт работы на предприятии, и 15 лет я занималась кормлением моногастричных. Коллеги, с удовольствием начинаем. И сейчас технические моменты. План нашей работы такой. Сегодня мы поговорим о менеджменте кормления. Сегодня мы поговорим о финансовый ущерб, который из-за теплового стресса предприятие испытывает. И сегодня мы как раз поговорим о физиологии теплового стресса. Как можно помочь животному, с какими, собственно, методами с точки зрения менеджмента и кормления мы можем решить вопросы, связанные с ущербами на предприятии. У нас планируется 2 технических перерыва, 3-5 минут после 2 больших блоков по менеджменту и кормлению. И сегодня с нами специалист Надежда, наш специалист компании Zipra по маркетингу, которая будет заниматься вопросами. Коллеги, большая просьба писать все вопросы, которые возникают у вас в ходе презентации, писать в чат-бокс. Здесь есть 2 опции. Есть question answers опция, и мы вас очень просим писать все вопросы, которые у вас появились в чат-бокс. Надежда будет эти вопросы собирать, озвучивать, и, соответственно, мы уже будем на них отвечать. Коллеги, поехали. Тепловой стресс. Почему это важно? Почему, собственно, этому вопросу уделяют такое большое внимание на всех предприятиях, во всех странах? Почему является тепловой стресс основным стрессом, как говорится, да? То есть он наносит огромные убытки свиноводческим предприятиям. Если говорить о Америке, они действительно очень тщательно считают все убытки, все недополученные привесы, все недополученные показатели продуктивности, и они считают, что около $900 миллионов в год они теряют только благодаря тепловому стрессу. Примерно из этих денег 450 миллионов приходится на свиноматку, и остальная сумма приходится на снижение привесов на откорме. Если перевести это деньги на откормочную свинью, это 350 рублей на свинью, коллеги. Но в результате, если говорить на практике, в зависимости от предприятия, в зависимости от условий содержания животных на предприятии, эта цифра может меняться. То есть в среднем, если мы говорим, как происходит снижение показателей продуктивности, когда во время летней жары мы замечаем такую тенденцию широко на предприятиях, примерно снижение 15 грамм привеса в сутки на откорме. И мы видим, что свиноматкам гораздо сложнее после теплового стресса восстанавливаться к следующему циклу, и примерно снижение происходит где-то 0,5-0,8 поросенка на рожденных поросят на
следующий цикл. То есть если это все можно пересчитать на деньги, каждое предприятие имеет свои условия, соответственно, свою себестоимость, но это однозначно очень сильно повышает себестоимость производимой свинины. Особенно когда в условиях низкой цены на мясореализации это приносит непоправимый ущерб любому свиноводческому комплексу. Указанные цифры, еще раз, коллеги, обращаю ваше внимание, они достаточно такие примерные, да, каждое предприятие имеет свои условия, но они широко распространены по всем странам, где идет вопрос с тепловым стрессом. И благодаря этому, да, очень популярно, и мы сегодня про это поговорим, использование систем вентиляции, системы охлаждения на предприятиях. Да, и ну вот это как раз сегодняшний вопрос по менеджменту, который мы осветим, да, что очень большие инвестиции делают предприятия, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб, который получает предприятие от теплового стресса. Почему современные генетики, почему современная свиноматка подвержена сильнее тепловому стрессу? Коллеги, если мы посмотрим на график, посмотрите, пожалуйста, как идет динамика изменения количества поросят, рожденных на свиноматку в зависимости от года. Да? То есть мы видим такую некую тенденцию, у нас идет четкое увеличение количества поросят на свиноматку в год. То есть с каждым опоросом и генетические компании очень серьезно работают над тем, чтобы повышать продуктивные качества свиноматки. С каждым опоросом мы хотим эти показатели улучшать, мы хотим достигать и реализовать на своем предприятии генетический потенциал полностью. Да? Но есть, как говорится, обратная сторона вот этой технологии. Чем больше поросят на свиноматку мы получаем, тем больше у нас в помете появляется более слабых, ослабленных поросят. Поросят с низким весом. Свиноматка сильнее подвергается любому технологическому стрессу. Свиноматка сильнее испытывает любые технологические изменения, перемещения. То есть она более чувствительна ко всем технологическим нарушениям на предприятии, она гораздо сильнее отвечает, да, на изменение какое-то, на кормовое изменение. То есть если предыдущее поколение свиноматок достаточно могло спокойно переживать какие-то стрессы, то сегодняшняя современная высокопродуктивная генетика очень сильно реагирует на стрессы. Она очень сильно отвечает снижением продуктивности, которая практически потом не восстанавливается. И тепловой стресс являет такой большой фактор, да, такой большой негативный фактор, который потом продуктивность восстанавливается очень длительное время. Да? После влияния негативного мы очень долго ждем, когда мы вернем наших поросят, когда мы вернем наш хороший отъемный вес, и, соответственно, когда мы восстановим свиноматку в том состоянии, чтобы она опять приносила нам хорошее потомство. Реакция у животных на повышение температуры достаточно простая. Да? Когда мы приходим, когда приходит жара, повышается температура, однозначно, что мы видим? Это снижение физической активности. Чем выше температура, тем и по поведению животных можно определить, насколько им комфортно, некомфортно. Мы видим повышение потребления воды, мы видим повышение частоты дыхания, соответственно, снижение потребления корма, которое в некоторых случаях приводит к голоданию. Повышенное потребление воды приводит к тому, что очень сильная нагрузка приходится на почки, быстро выводятся из организма ионы калия, других металлов. И тем самым все это вместе приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса, что однозначно отрицательно сказывается на продуктивность и является причиной падежа. Как тепловой стресс оказывает на продуктивность, на что конкретно он влияет? Коллеги, есть показатели на предприятии, на любом свиноводческом предприятии, есть показатели, которые мы можем оцифровать. Да? Это количество поросят на свиноматку, вес при отъеме, вес при рождении, соответственно, вес при переводе на откорм, издаточный вес, да? Возраст, издаточный вес – тот показатель, который характеризует нашу совместную работу всех участков. И эти показатели мы цифруем, мы можем их посмотреть, как у нас происходит динамика изменений этих показателей, что стало лучше, что стало хуже.
Есть показатели, которые достаточно очень трудно оцифровать, но они очень сильно влияют на дальнейшие показатели продуктивности. Как отражается тепловой стресс в зависимости от группы животных? Ремонтные свинки. Мы однозначно замечаем позднее половое созревание. Охота у ремонтных свинок не ярко выражена, она не синхронная, то есть очень трудно определить срок осеменения, да, то есть достаточно ремонтные свинки, они как бы не готовы к осеменению. По хрякам очень сильный ущерб тепловой стресс наносит именно качеству и количеству семени. Свиноматки, лактирующие свиноматки, свиноматки, которые находятся в стадии супоросности, свиноматки, которые находятся как раз в непродуктивных днях от отъема до осеменения. Что происходит? Снижение оплодотворяемости, потому что тепловой стресс очень сильно ударяет по репродуктивной функции свиноматок. Увеличивается количество случаев эмбриональной смертности, продление интервала от отъема до осеменения, да, то есть у нас увеличивается количество непродуктивных дней на предприятии. Количество непродуктивных дней на предприятии – это наша экономика, потому что мы должны просто стоять и ждать, да, когда у нас свиноватка придет в охоту, и этот каждый дополнительный день стоит денег предприятию. И у нас свиноматка имеет менее выраженные признаки охоты, охота несинхронная, охота плавающая. У нас очень много процентов возврата, да, то есть неправильное определение и так далее. То есть очень достаточно проблематично определить, когда правильно, в какой день делать осеменение по времени. На лактации что мы видим? Снижение потребления корма приводит к тому, что снижается вес при отъеме у поросят, и свиноматки во время лактации, вот этот вот именно лактационный период, свиноматки теряют вес. Свиноматки теряют вес значительно сильнее, чем в обычный период, потому что при снижении потребления корма свиноматка на выкармливание поросят использует свои внутренние ресурсы. И за счет этого она сложнее после отъема восстанавливается. Ей нужно больше времени восстановиться. И у нас, вот что я говорю, увеличивается количество непродуктивных дней. Фолликулы, рост и развитие фолликул замедляется. Соответственно, изменяется размер фолликул. Поросята в следующий цикл появляются более, во-первых, их появляется меньше, и они имеют низкую однородность. На откорме это везде однозначно происходит снижение привеса, среднее, как я уже сказала, 15 грамм в день. Примерно вот уже на практике наши партнеры сообщают, что у них сейчас вот происходит, сейчас июнь месяц, сегодня 30 число, примерно 2-3 килограмма снижается стабильно сдаточный вес, да, у кого-то на каких-то предприятиях 4 килограмма, да, то есть вы можете сами посчитать в зависимости от возраста сдачи, какое снижение привеса происходит. Помимо этого, животные становятся очень уязвимы ко всем заболеваемым, к вирусам, к бактериям и так далее. И наблюдается во время летнего жаркого периода, наблюдается рост уровня падежа на предприятиях. Какие же все-таки механизмы терморегуляции у тела свиньи? Да? Если мы говорим о потоотделении, мы прекрасно с вами знаем, что у свиней, соответственно, нет потовых желез, да? То есть нет возможности охладиться за счет испарения пота, да, с тела. Учащение дыхания – это мы видим при повышении температуры в наших корпусах. Учитывая то, что у свиней относительно небольшие легкие, возникает такое очень частое дыхание. Иногда это дыхание достаточно сильное, и количество дыхания, частота дыхания очень сильно увеличивается. На комплексах очень много сейчас используют системы для охлаждения, которые в основе своей имеют охлаждение путем испарения воды. Но не на всех предприятиях экономически возможно устанавливать эти системы охлаждения, потому что это достаточно высокие инвестиции, да, они сами по себе, ну, как бы дорогие. И вдруг в случае какой-то механической неисправности вот этих систем охлаждения, то у нас, соответственно, может быть непредвиденное развитие теплового стресса у животных. Что мы видим повсеместно при тепловом стрессе? Это снижение потребления корма. Да? Это единственный вариант для свиноводства, как сократить, немножко снизить негативное влияние теплового стресса.
Если поговорить суммарно, да, как это отражается на здоровье, негативный тепловой стресс, именно на здоровье животного, на его здоровье кишечника. То есть физический механизм теплового стресса у нас сильно усиливается приток крови к коже и конечностям. Во время жары мы по себе можем замечать, да, как у нас краснеют руки, как у нас краснеет лицо, также и на животных. У нас и у животных происходит сужение сосудов внутренних органов, и это что дает? Это сокращение поступления питательных веществ к энтероцитам. Идет активно, набирает обороты оксидативный стресс и выработка свободных радикалов. И на фоне всего происходит снижение усвоения энергии, снижение усвоения аминокислот, и, соответственно, животные не только недополучают те необходимые питательные вещества, которые необходимы для их роста и развития, но также происходит как открытие ворот для различных инфекций и заболеваний. Коллеги, я даю дальше слово Стефану Лангеру, который сейчас именно расскажет, как на предприятии с помощью менеджмента и какие основные принципы кормления мы можем применять, чтобы максимально минимизировать тепловой стресс, чтобы снизить негативный эффект на показатели продуктивности, за которые мы с вами отвечаем. Коллеги, я буду, соответственно, переводить после Стефана. И дальше. Окей, Стефан? I come to you. Yeah, okay. Okay. Менеджмент и кормление при тепловом стрессе. Good morning, everybody, and welcome to our webinar. I would like to talk about heat stress management and the physiological reaction that happens in the body during extreme heat stress. Коллеги, добрый день, добро пожаловать на наш вебинар. И мы как раз сегодня поговорим Стефан расскажет о менеджменте и самого процесса теплового стресса, реакций, которые испытывают животные на себе. I think all of you know that the pig can't. So the pig has only two ways to get rid of extra heat. One is by laying down on cold surface and basically getting cold from the surface it's laying on or it's standing on. The second one is it's increasing the amount of panting, of breathing, and with this the water takes out some heat, but at about 50 breaths per minute, this is already turning into extreme stress. Коллеги, все знают прекрасно, что свиньи не могут потеть, поэтому как путь минимизировать негативный эффект теплового стресса, это может быть такой, что это меняется поведение животных, да, и когда мы заходим в помещение, мы видим, как животные стараются максимально отходить друг от друга, находят прохладные участки пола, где они, соответственно, ложатся, да, максимально, чтобы увеличить контакт именно тела с поверхностью пола, да, чтобы как-то охладиться, да, и они начинают сильно дышать, то есть идет частота дыхания больше 50 раз в минуту, и за счет этого идет испарение воды из легких. Окей. The other way to manage extreme heat stress is the pig stops eating feed. So it stops the input of energy that creates extra heat inside its body. It can drink cold water that cools down the organs, or it can simply lay down and reduce its activities and not stand up and eat. All of them at the end of the day lead to lower performance. И второй путь снижения негативного эффекта – это просто говоря, что животные перестают есть для того, чтобы дополнительно не получать с кормом та энергия, которая будет внутри выделяться и еще сильнее усиливать негативный эффект теплового стресса. Они начинают активно пить, особенно прохладную воду любят, да, чтобы как-то охладиться, и они снижают максимально свою активность. Ну вот оба пути, которые озвучил Стефан, они однозначно приводят к снижению продуктивности животных. Они однозначно приводят к уменьшению и, соответственно, и привесов, и всех необходимых показателей, которые влияют на экономику. Okay? Next slide, please. In the next slide, I would like to look a little bit into what's happening with feed intake and how we can
stimulate or regulate the feed intake. Of course, there is 3 factors that are fixed. One is genetic, one is the housing, and one is the health. Those are pretty stable and we can't use them to react to immediately. They need time to be changed and money to be changed. Коллеги, сейчас мы с вами рассмотрим все факторы, которые влияют на потребление корма. Да? И есть у нас факторы, как содержание, условия содержания, генетика и здоровье. Это те факторы, которые достаточно проблематично изменить. Да? То есть очень требуется много времени, чтобы эти факторы изменить. Они такие очень серьезные для изменения. И есть факторы, которые могут быть, которые можно изменить гораздо легче и быстрее, повлиять именно на потребление корма быстрее. Just to give you an idea, health, for instance, so diseases could affect performance up to 40% of ADG or FCR. Коллеги, вот для вашего просто ознакомления, допустим, изменения статуса по здоровью, заболевания могут негативно сказаться на продуктивности, на привесе и на конверсии, примерно снизить на около 40%, до 40%. The factors that we can change are the environment, the feed, the water and the management. И факторы, про которые мы можем менять, это, соответственно, окружающая среда, да, микроклимат на корпусе, корма, вода и менеджмент. Please, next slide. Let's have a quick look at the optimal temperature where the animals perform to the highest level. For a lactating sow, gestating sow, and growth fin, the average is between 10 and 21. Some people say 23 degrees, where the pig feels very well and it's able to perform to its maximum. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на данном слайде очень хорошая таблица рекомендованной температуры для всех групп животных, в которой животным комфортно. То есть вы посмотрите, пожалуйста, для лактирующих, для супоросных свиноматок, для хряков, для поросят надоращенных, для откорма, да, температура какая 10 до 21 градуса, когда они могут максимально реализовывать свой генетический потенциал и отвечать продуктивностью на те условия, которые есть. Да? То есть это та хорошая, комфортная зона для животных. Okay, next slide, please. But temperature is only half of the truth. Temperature and the way the animal experiences the temperature are affected by many other factors. One of them is the relative humidity. Коллеги, но при условиях содержания, да, температура, как сказал Стефан, да, это одна часть правды. Температура связана с многими другими факторами, которые есть на комплексе. И один из этих факторов это как раз является влажность. Температура и влажность, они между собой связаны. This table shows at different levels of temperature on the left side and relative humidity on the top. And it basically says that at a normal behavior, we can see till about 23 degrees. Above 23, 24 to 26, stress starts. Extreme stress at 29 degrees, and it's related to the humidity. More humidity around the peak increases the stress and the experience of the temperature around the peak. И здесь, коллеги, на данном слайде есть такая замечательная таблица, связь именно температуры, вы видите, да, и влажности, которая у нас, соответственно, в помещении. И мы видим, что у нас при повышении влажности температура комфортная для животных снижается, да, что при высокой влажности высокая температура воспринимается как критичная, да, достаточно проблематична для животных. То есть это та экстремальная температура и совместно с влажностью, когда животные испытывают максимальный негативный эффект от теплового стресса. Да, и чем ниже влажность у нас на графике, да, вот в таблице мы видим,
тем больше возможностей животные вот эту вот температуру, которую они могут переносить, гораздо выше температуру. При низкой влажности животные себя при повышенной температуре чувствуют более комфортно. As I already mentioned, basically the extreme humidity increases the problem of temperature. Now, in the next slide, I'm showing a couple of ways how we can cool the animals. One of them would be ventilation. That is the normal way most of the farms manage hot temperatures. Коллеги, и, как уже сказал Стефан, высокая очень влажность, она приводит к тому, что температура чувствуется гораздо проблематичнее. На данном слайде изображен корпус с различными системами охлаждения. Как правило, на производстве мы все прекрасно знаем, одна из систем охлаждения, система вентиляции, да, которая позволяет нам справляться с негативными условиями. The ventilation effect can be increased by using evaporative pads on the other side, where the air passes cold, water-cooled systems, filters basically, and takes the cold from the water and moves cold air into the stable and over the animals and cools the animals with convection. Коллеги, вот эта вот система вентиляции, она может быть усилена именно нахождением вот этих вот панелей на другой стороне от вентиляторов, расположенных на другой стороне от вентиляторов, за счет эффекта испарения. Здесь холодная вода находится, за счет эффекта испарения происходит именно и вытяжного эффекта работы вентиляторов у нас происходит именно перемещение вот потока воздуха, и, соответственно, вот идет воздухом именно охлаждение животных. The system works well if we have dry climate. In climates where we have already high humid air, like in Asia, for instance, the system has pretty much limitations in efficiency. Коллеги, эта система работает очень хорошо, когда у нас сухой климат. Если у нас влажность очень высокая, достаточно зона с высокой влажностью, вот страны Азии, то использование системы имеет очень много ограничений. Other ways to cool the pig down would be fogging and adding sprinklers on top of the pigs to make them the water cool down the animals. Еще системы, коллеги, используемые для охлаждения, это создание тумана и разбрызгивание воды именно на поверхность животного, да, вот как мы видим, разбрызгивание, использование охлаждения. За счет эффекта испарения воды из тела животного происходит охлаждение. Next slide, please. What is important that we create a very a climate around the pig where the pig feels cold and feels well. That means we need to make sure that the air is coming into the pig and able to cool the pig, meaning our outlets need to be cleaned. Water can be added, but not too much. As I explained, too much water increases the humidity in the stable, and with this, the effect of temperature gets worse. So it's important to coordinate the amount of water and make sure the surfaces are dry before we put new water on top of the pigs. Коллеги, при использовании системы охлаждения очень важно смотреть, да, как у нас происходит это охлаждение, как у нас происходит кондиционирование воздуха. Очень важно следить за оборудованием, которое кондиционирует воздух. Все должно быть чисто, не должно быть никаких нарушений. При использовании воды в системах охлаждения мы должны учитывать, что вода дает в корпусе дополнительную влажность. И как мы уже говорили о том, что влажность, она не дает, дает животным вот, избыточная влажность, да, дает чувствовать эту температуру еще хуже, чем это было до влажности. И при использовании, допустим, опрыскивания водой, охлаждения именно этим, нужно следить за тем, да, чтобы, опять же, была не сильно влажность, и куда мы поливаем воду, нужно смотреть, чтобы поверхность была уже сухая.
good system is also to put water on the aisles where the pigs are not directly in contact and let it evaporate. So we don't get all the urine and all the other things into the air as well. И очень хорошая иногда, как отдельный метод, это именно спрыскивание воды там, где не находятся животные, что при высыхании, да, тоже идет идет процесс охлаждения. This can only increase the ammonia content in the air, so we are making the situation worse. In the next slide. Sorry, Stefan, I say sorry, can I translate it a little bit, okay? Коллеги, при таком еще добавлении воды на поверхности мы еще должны понимать, что если там есть остатки навоза и так далее, что это при испарении, что может быть также испарение аммиака, и мы должны быть очень внимательны, что мы можем ситуацию с газообменом на корпусе ухудшить. То есть тут нужно очень внимательно смотреть, следить за всеми факторами. Okay, next slide. Next slide. This is one example from Australia where people observed very high heat in the grower finisher. I think I remember 35 degrees in the grow finisher unit, and where they applied spray cooling on top of the pigs. Коллеги, и посмотрите, пожалуйста, на данном слайде такая таблица сравнения показателей продуктивности при проведении во время жары. Во время жары использовалось охлаждение, именно охлаждение за счет того, что распрыскивание воды на животных было, охлаждение за счет этого. И по сравнению с животными, которые находились в условиях жары, то есть это у нас есть контроль. Окей, Стефан? We have basically about 5 to 6% better feed intake, and we have also about the same amount of better feed conversion, leading at the end of the day to more than 100 grams, to about 100 grams better average daily gain. Коллеги, и если мы посмотрим на показатели их продуктивности, что мы видим, да? Посмотрите, у нас примерно даже на 6% лучше с охлаждением, именно с охлаждением выше потребления корма, у нас, соответственно, ниже эффективнее конверсия и привес, да, мы видим, что привес у нас примерно на 11% выше в системе, где использовалось охлаждение. Okay, next slide. Here I'm showing you one example of a cooling system that just got installed in Holland, where a farm invested money into cooling the sows as well as the grower finisher. И, коллеги, вот на данном слайде есть очень хороший пример охлаждения, который был внедрен, это в Голландии, да, на ферме была внедрена система для охлаждения свиноматок и животных на откорме. Именно система создания тумана под высоким давлением. If somebody is interested, it was on the 24th of June in Pig Progress. Коллеги, это самая последняя публикация в Peak Progress, 24 июня есть вот эта статья об этой, соответственно, об этой системе, которая была установлена. By installing this high pressure steaming system or fogging system, the farm and the installer of the system believes that they can reduce the temperature by about 8 degrees, and they see an investment of about 1.5 to 3 euros per finisher space and between 10 and 20 euros per sow. Коллеги, ну вот эта система, которая, как уже я сказала, создание тумана под высоким давлением, примерно снижает температуру входящего воздуха на 8 градусов. И в Голландии это стоит, если мы говорим о инвестициях, стоимости этой системы, где-то 1,5-3 евро на откормочного поросенка и 10-20 евро в среднем составляет на свиноматку. Their expectations are about 0.8 piglets more in the next fertility phase, so in the next parity of the sow, because it kept cool, it has been eating better, and it has been losing less weight and reacting better to the insemination. So about 0.8 piglets out of this.
И какие ожидаются улучшения? Да, мы тратим столько денег, что, соответственно, будет взамен? Примерно 0,8 поросенка на свиноматку дополнительно к следующему циклу. Потому что свиноматка лучше ест, она быстрее приходит в охоту, то есть, и, соответственно, у нее не падает молочная продуктивность, и, соответственно, восстанавливается она гораздо легче. On the grower finisher, they are expecting about 50 grams ADG improvement and about 0.1 improvement on feed conversion. Each of you can apply your own values and see what that would bring you in terms of financial terms and validate investment versus the outcome. И на откорме, на гроу-финише, коллеги, мы с вами ожидаем 50 грамм в день дополнительно привесок и снижение конверсии на 0,1 пункт. Используя эти данные, мы легко можем рассчитать экономическую эффективность стоимости инвестиций, да, учитывая, сколько мы теряем в течение вот этого жаркого периода, легко оценить, имеет смысл эту систему ставить на предприятие или нет. The next slide shows a little bit what's happening to our boars. The boars make 50% of your genetic potential. So heat stress on those animals is really severe on the semen production and can affect the farm output of all your sows within a couple of days and for a long, long time. I think it's important to understand stress immediately or stress over a long term can affect your boars between 1 week and 3 weeks. Коллеги, и сейчас вот на данном слайде показана диаграмма изменения семени и как влияет именно стресс, тепловой стресс на хряков. Вообще, коллеги, хряки, вы прекрасно знаете, да, это 50% нашего генетического потенциала, реализации генетического потенциала. И качество, и количество семени, рабочая производимость хряков, это является ну, просто таким, как бы сказать, очень не просто важным фактором, это наиважнейший фактор на предприятии. В данном случае любой стресс, который отражается на хряках, он приводит к тому, что снижение продуктивности, снижение их продуктивности. И вот этот вот стресс, который был какое-то короткое время, может очень сильно отразиться потом на неделю и больше на именно продуктивности хряков. Because the value of those boars for the next generation of your pigs and your grower finishes is so high, many farms invest into climate system to keep the boars at a very controlled environment. Коллеги, учитывая, что ценность, которую хряки оказывают на следующее поколение поросят, да, и на продуктивность поросят на фермах, что практически очень много свинокомплексов, они тратят, инвестируют деньги, да, для создания, для установки оборудования для хряков, чтобы их содержание и микроклимат, который находится, да, где хряки, был оптимальным и легко контролируемым. Next slide, please. So what else can we do? We can modulate the way we feed the animals and can influence the feed ingredients and the feed nutrients to help the pig to utilize the feed better. One of the ways that is pretty widely applied, I think every farm is doing that these days, moving the feeding in the colder times of the day and avoiding large amounts of feed during the very hot time of the day. Коллеги, что вообще можно еще сделать с точки зрения кормления? Да? Можно пересматривать рационы, можно оценивать те ингредиенты, которые используются в кормлении животных, можно тем самым минимизировать это выделение от переваривания ингредиентов, минимизировать выделение этого тепла. Также можно использовать различные режимы кормления. Это кормление именно проводить рано утром, либо поздно вечером, то есть выбирать те промежутки дня, когда самая температура достаточно минимальная, да, в течение суток, когда более прохладно, когда поедаемость корма будет лучше и животные будут ее легче переваривать и усваивать. This will require to manage the feeding times different, and
the working hours different. So people need to come in earlier and people need to stay longer on the farms to manage those feeding times well. И учитывая вот изменения вот этих режимов кормления, приводит к тому, что сдвигание кормления в более холодное время, то есть это приводит к тому, что нужно пересматривать схему работы, соответственно, операторов, да, то есть раньше приезжать на работу, чтобы обеспечить вот это исполнение этого режима кормления, да, то есть вот эти графики, они летом меняются, и в зависимости от этого можно минимизировать негативный эффект от теплового стресса. But it's usually really worthwhile spending extra money on having people stay on the farms longer to manage the feed of the sows better, the feeding of the sows better. И, коллеги, вот эти инвестиции, которые идут у нас именно для затраты, дополнительные затраты, когда нужно персоналу оставаться больше на ферме, да, но именно обеспечить, особенно для свиноматок, да, чтобы они были вовремя, чтобы они были покормлены, да, то есть в холодное время суток, чтобы они были покормлены, чтобы это, соответственно, дальше отразится на показателях продуктивности положительно. Okay, next slide, please. What else can we do on the feed? We can assure that the feed gets to the animal in the best quality possible. That means cleaning the silos, avoiding that the silos get hot and humid is getting out of the feed and raining down again on the feed and making it moldy. It also means cleaning the feeders regularly and making sure the feeders are not spoiled with feed that has mold growth. И, коллеги, что еще очень важно летом, да, это качество комбикорма, которое поступает к животным. Лето, жара, и нужно все время следить за чистотой силосов, где хранится комбикорм. Нужно постоянно проверять, они от жары становятся такими горячими, и разные партии корма туда поступают, образуется дополнительная влажность, и это все хорошие условия для развития плесени, то есть это нужно регулярно чистить, регулярно проверять, чтобы корм, который поступал животным, был достаточно хорошего качества. Another factor is the fat and oil we have in the feed. We need to stabilize it better in summer. Important here is to add antioxidants during the storage of the oils already, adding higher levels of vitamin E and maybe vitamin C into the feed to increase the antioxidative power of the feed, and maybe even to schedule the fat deliveries in a shorter period so we have the fat not staying on a long time at the hot conditions in the tank. Коллеги, теперь при самом производстве комбикорма нужно очень тщательно летом отслеживать качество поступающего масла и жира, что идет в комбикорм, потому что во время жары это быстрее прогоркает, прокисает, становится такого очень неприятный запах, что отталкивает животных от поедания. Да? Что можно сделать? Это использовать антиоксиданты для лучшего хранения масла, использовать дополнительно в корма повышенные дозировки витамина Е и витамина С, да, то есть тем самым увеличивая как антиоксидантную силу корма, да, и в этом случае, может быть, имеет смысл пересматривать, чтобы масло быстро заменялось другим маслом, чтобы оно долго в приемном бункере не хранилось, чтобы более свежие партии поступали и чтобы оно не застаивалось, чтобы оно не прогоркало. Also, betaine is very often added to the feed as an extra dose that helps to manage the heat better. Также бетаин, да, добавление в корма в повышенных дозировках также помогает справляться животным от теплового стресса. Another important factor is assuring that the feeder space and the stocking density are adjusted in summer. Pigs under heat stress condition need more space. They affect the heat immediately if we put pigs under hot stress and cramp them into 0.6, 0.7 square meters per pig in the finisher phase. This is counterproductive. Коллеги, ну, наша любимая тема, да, плотность посадки и место
кормушек, особенно для откормочных животных, имеет очень архиважное значение, что во время теплового стресса плотность посадки должна быть снижена, и животным больше требуется места у кормушек, особенно у откормочных животных 1,6-1,5 метра квадратных, потому что они очень сильно тесно с друг другом взаимодействуют, и им нужно больше пространства, чтобы преодолеть вот этот тепловой стресс. Очень важно учитывать на летнее время, как говорится, летнюю плотность посадки. And another factor very often ignored is the water. To feed pigs need sufficient water. If we don't give enough water, they don't eat. И еще один незаслуженно забытый фактор на предприятии – это вода. Да? То есть сколько животное выпивает воды, пропорционально в соотношении животное, соответственно, съест комбикорма. То есть это животным необходима хорошая, качественная вода. On average, a pig drinks about 4 liters water for 1 kilogram feed it eats. And I think it's important to remember that we really need 2 waterers per pen in case one fails, and to assure that the people have always access to water. Коллеги, ну, как соотношение, да, минимально 4 литра воды на 1 съедаемого корма у животных и, как правило, 2 поилки в станке, когда правильно они отрегулированы под животного, дает хороший результат. То есть требуется 2 поилки, чтобы они всегда имели свободный, хороший доступ к воде. Ну, я также добавлю из нашего опыта, что даже в холодное, прохладное время, когда ставили дополнительную поилку в станке, всегда показатели продуктивности возрастали на корпусе. То есть это вода, то есть это вообще необходимо. Нужно смотреть очень-очень внимательно. Окей, Стефан. I also show a couple of water pressure measurements that should be maintained. Piglets need lower water pressure than the other animals, otherwise they scare away from the water, and otherwise they play a lot with the water rather than drinking it. Коллеги, также посмотрите, пожалуйста, Стефан добавил рекомендации по давлению отрегулируемой воды в зависимости от вида и размера животного. Да? Посмотрите, для маленьких животных, для маленьких поросят до 30 килограмм, как важно не иметь высокое давление в поилках, потому что если давление будет достаточно высокое, они будут ее разбрызгивать, играться вместо того, чтобы пить. Another factor is making sure our drinkers, if we have bowls, and the feeders with water are kept clean. So regular cleaning a couple of hours after feeding, making sure the water the pigs have in the feeding trough or in the bowls is clean and fresh. Еще в зависимости, коллеги, устройства, где находится поилка, да, они бывают совмещены с кормлением, нужно всегда смотреть, чтобы воду, которую потребляют поросята, была достаточно свежая и чистая, тогда потребление воды будет хорошее. Another factor is the temperature of the water. Also here we should maintain between 10 and 20 degrees of temperature to have optimal intakes. So insulation of tanks, making sure the pipelines are well protected from the heat is really important. Коллеги, и очень важно на потребление воды оказывает фактор, как температура воды. Мы все знаем, да, что в жару пить горячую воду не очень приятно, поэтому очень важно на предприятии смотреть, как изолированы трубы, да, вот это место хранения, резервуары с водой, как они изолированы, чтобы они излишне не перегревались. Да. Оптимально для питья от 10 до 21 градуса температура. And what else can we do on the feed? Next slide, please. We can consider that certain ingredients and certain nutrients have different energy densities and energy efficiencies. Protein and fiber are generally considered a problem. Fat is generally a good ingredient for heat stress because the fat energy transfers very well into the body without a lot of body heat losses.
Коллеги, что еще можно сделать для минимизации теплового стресса со стороны кормления? Мы все прекрасно знаем, что каждый ингредиент несет определенную энергетическую ценность для животного, то есть разное содержание белка, протеина, жиров, крахмала и так далее. То есть и мы должны с вами помнить, что при переваривании белка, при переваривании углеводов, какое дополнительное выделение происходит энергии достаточно высокое, да, и при переваривании жиров достаточно меньше, да, и вот эти факторы мы должны учитывать при формулировании рецептов в летнее время. Important here is formulation on a net energy system, not on a metabolizable energy system, especially in summer. The difference between net energy and metabolizable energy is the extra heat stress created that we want to avoid. So formulating on a net energy system has big advantage during summer period. Коллеги, важно еще во время летнего периода формулировать рецепты, рассчитывать рецепты не по обменной энергии, а именно по чистой энергии животных, потому что здесь как раз не учитывается для чистой энергии для животных не учитывается вот эта дополнительная энергия на выделение, на, соответственно, мочу и так далее. Вот, очень важно формулировать летом. On top of it, we can formulate on digestible amino acids and reduce the amount of excess protein with this. We have these days 7 free amino acids available for feed usage, and with this we can lower the protein level of the feeds by 1 to 2%. Также, коллеги, дополнительный фактор, который может быть использоваться при формуляции, это снижение количества протеина за счет добавления синтетических аминокислот. Сейчас на рынке вы свободно можете купить около 7 аминокислот, которые вы, добавляя при формуляции в рецепт, можете снизить протеин на 1-2% без ущерба, без снижения общего количества переваримых аминокислот в рецепте. This extra might be a little bit beneficial in winter to heat the animals better, but in summer, this 1-2% protein make a big difference in how much the pig eats. Коллеги, ну, дополнительный какой-то увеличенный протеин может быть дополнительно как-то нам бонус в зимнее время, да, когда требуется еще тепло для обогрева животных, то летом это наоборот, вот этот излишний протеин, он увеличивает тепловой стресс животного. Next slide, please. This is one example from France, where people looked at the performance of performance of sows at different temperature conditions, either 20 degrees or 29 degrees, and they reduced at the same time the protein from 17.6 down to 14.2, so about more than 2.5%. Коллеги, на слайде хороший пример из Франции, когда животные содержались при разной температуре, при 20 градусах и с тепловым стрессом 29 градусов. И как менялся уровень протеина в рецепте от 17,6 до снижения до 14,2, от 17,6 до снижения 14,2, когда животные были при тепловом стрессе. И мы видим, как снижение протеина, как происходит изменение потребления корма, веса поросят при отъеме и производства молока, как происходит, как позитивно влияет на животных именно снижение протеина в летнее время. At 20 degrees, they don't see very much differences between the different protein levels, so animals perform roughly at about the same level. При 20 градусах мы видим, что мы посмотрим показатели продуктивности, они практически на том же уровне. At 29 degrees, however, pigs first of all eat less feed, and as a result, at the end of the day, the sows produce less milk and have more body mass used to produce the milk.
Мгм. Коллеги, и посмотрите, пожалуйста, при тепловом стрессе, при высокой температуре кормление высокопротеиновым рецептом что дает? Снижение потребления корма, мы видим снижение потребления корма, что в свою очередь свиноматка меньше ест, меньше производит молока в день, и это дает негативный фактор, вес свиноматка теряет гораздо больше, то есть ей потом восстановиться к следующему циклу будет гораздо сложнее. The lower protein level leads to about half kilogram higher feed intake, a little bit more milk production. But what is most important for long-term performance of the sow, we have 12 kilograms less body weight loss compared to the higher protein formula. Мгм. Коллеги, и при низкопротеиновом рецепте мы видим, что у нас чуть выше потребление корма. Это однозначно дает выше производство молока в день, но самый главный фактор, который в дальнейшем отразится на дальнейшей продуктивности свиноматки, свиноматка меньше теряет вес, да, то есть ей будет легче восстановиться и быть готовой к следующему циклу. Okay, next slide. And we're nearly done. This is just to simulate a little bit what's happening. If we add single amino acids like lysine and methionine, tryptophan to the feed, we are able to add small bits and pieces to this barrel. And at the end of the day, the level of water or performance in that case can rise. Whatever is too much, like in this case, lysine, in some cases, isoleucine and valine, is extra amino acids that are not necessary in this case, and they need to be downgraded to urea to excrete in the urine, and this is a very energy expensive process. So this process to create urea out of amino acids is very energy producing. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, очень хороший слайд, который показывает, вы все прекрасно знаете бочку Либиха и лимитацию аминокислот. И именно в жаркий период времени очень важно считать аминокислоты, которые мы добавляем в корм и делаем весь расчет, очень важно считать в зависимости от нашей аминокислоты, лимитирующей лизина. В зависимости от нее мы считаем соотношение всех других аминокислот, метионина, трианина, триптофана и так далее. Да, и все, что выше, понимаете, коллеги, оно не будет использоваться. Но мало того, что в летний период еще придется вот это повышать энергетические затраты по выводу этих аминокислот, и больше энергии теряется с мочой, и больше энергии выделяется, теряется с выделением тепла. То есть в летний период очень важно не только учитывать избыток протеина в рецептах, но очень важно смотреть, какое отношение между аминокислот по отношению к лимитирующей аминокислоте. Okay, and the next slide is just a summary of the presentation. We've been talking about making sure that the ventilation system are working well, the vents are clean, so there is no dirt and nothing blocking them, to reduce the density in the buildings, and also during transport. We can reduce losses during transport by making sure we transport the animals not in a very dense way. И суммарно, да, о чем сказали по поводу менеджмента. То есть работа во время теплового стресса на комплексе должна тщательно контролироваться, проверяться все оборудование. Вентиляторы должны быть открыты, должны быть проверены, что все чистые, работают достаточно хорошо. Должна постоянно осуществляться корректировка скорости движения воздушного потока. Мы должны следить за плотностью посадки животных в помещение. Мы должны понимать, когда, в какое время суток мы перевозим животных и плотность посадки перевозимых животных. Feeding and transport should be in the cooler times of the day, so early in the morning or late in the evening. Unloading and loading the pigs, you have to be decent, speedy, to be sure that they are not cramped somewhere in a small room and heat piles up and they are dying from heat stress. Коллеги, ну, как уже сказали, да, выгрузка, загрузка животных, кормление животных должна быть очень быстро и в прохладное время суток, чтобы максимально избежать тепловой стресс. Wetting the pigs or putting water on them makes sense at about 27 degrees and above.
but be careful of the humidity. Not just put water everywhere. The water is also negative, as I showed in some of the graphs already. Ну, также использование воды в качестве охлаждения мы должны понимать, особенно когда температура выше 27 градусов, мы должны понимать, что экстра влажность, как поросята могут ощущать, да, вместе взаимосвязи с высокой температурой, поэтому очень внимательно относимся к этому мероприятию, ждем, пока поросята не высохнут, если мы используем воду для разбрызгивания. Furthermore, we should not forget about the water and adjustments on the feed that we can make in terms of protein, energy, or adding antioxidants. Также мы должны прекрасно понимать, да, формулирование рецептов, должно быть добавление дополнительных антиоксидантов, потребление воды, соответственно, и использование, как сказал Стефан, бетаина. And I think with this we are ready for a short break. Коллеги, мы готовы для короткого перерыва, 3-минутный перерыв. Мы идем по графику, все в порядке. Спасибо еще раз вам за внимание. И через 3 минуты мы опять начинаем вторую часть нашей презентации. Физиологические изменения во время теплового стресса. Поговорим об этом. Майя? Okay, Stefan. In 3 minutes we can start. There was a question. Have a look in the chat. Надя, есть ли вопросы в чате? Пока у нас 3-минутный перерыв, там мы можем ответить. Да, Майя, спасибо большое. Вопросы есть. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады видеть вас сегодня на нашем вебинаре. Спасибо большое за вашу активность. Вопросы к Стефану у нас имеются. Касательно слайда номер 14, где была представлена таблица температура и влажность, следует ли из этой таблицы, что применение питкулингов не оправдано? Stefan, can you see it according to this? You understand the question? Yeah. Which feed ingredients contain fermentable fiber? Yeah? No. That's the one I see in the chat. Sorry. No, Stefan, sorry. Nadezhda has asked a question about a cooling system and this table related humidity with temperature. Is it really useful to use a cooling system according to this table? So for the very valuable animals, it is surely, it makes sense for boars, for instance, it makes sense for sows, and it depends a lot on if you are up in the north and it doesn't turn into 35, 40 degrees, it probably doesn't make sense. But even people in Netherlands, and Netherlands are looking very much at money and investments, even there where they have maybe 35, 40 degrees sometimes, investing in cooling systems. So the answer to that one is yes, it is worthwhile. Использование cooling system это очень имеет смысл, особенно для животных, которые у нас очень дорогие, хряки, да, свиноматки. Но в Голландии широко распространено использование cooling system, даже несмотря, что там температура 35-40 максимально, да, они ее используют, потому что это все равно отбивается, инвестиции отбиваются, если посмотреть в связи с снижением продуктивности. Но очень важно смотреть за влажностью. Важно смотреть, чтобы эти системы работали правильно, чтобы высокая влажность не, соответственно, и вкупе с высокой температурой оно может ухудшить состояние животного. То есть там есть очень четкие настройки вот этих систем, но они имеют смысл, они улучшают состояние животного во время теплового стресса. What I forgot to mention is this Dutch system that I mentioned and showed with the spray cooler high pressure system. What they have is a back regulation. They measure inside the barn the humidity, and the amount of water is controlled by the level of humidity in the barn. So if the barn gets too humid, the water shuts off.
So there is a backwards regulation built into this system. Коллеги, и Стефан вот забыл упомянуть вот по поводу вот этой системы создания тумана под высоким давлением в Голландии. Она чем хороша? Там стоят внутренние специальные датчики, которые контролируют влажность, да, и когда вот эта влажность превышает допустимый порог, немедленно прекращается вот эта подача тумана, да, вот это важно, именно взаимосвязь влажности и температуры. Наша задача сделать животным комфортные условия содержания. Надя, можно следующий вопрос? If we take the simple numbers here and just say, okay, on a grower finisher, 50 grams times, let's say 100 days to make it easy, makes 5 kilograms extra weight. You multiply those 5 kilograms times your feed efficiency. So you take the cost of feed, they will eat more. You take it off and take the net value of this 5 kilograms and put it versus the investment of 1 to 3 euro. You have a payback within one summer. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, по поводу экономического расчета инвестиций, которые в данную систему, да, смотрите, дополнительно 50 грамм в день, да, 10 дней это 5 килограмм, условно говоря, плюс поросята больше едят, у нас идет эффективное использование корма, снижение конверсия на 0,1 пункт. И сколько стоит сейчас мясо, да, какие инвестиции нужно сделать на одного поросенка откормить, на 1,5-3 евро на откормить поросенка. Коллеги, вы, в принципе, ну, с учетом там всех факторов, вот эту систему можно за одно лето отбить, по-честному. This is just taking the AGG. On top of it, you have the 0.1 feed conversion, that's several kilograms of feed. So if you add this up, the return is rather quick of this investment. Да, коллеги, посмотрите на данные, если посмотреть на вот эти вот, даже на привес, то возврат инвестиций будет очень быстрый. Коллеги, ну, мы продолжаем, наверное, Надя, вторую часть, потому что по времени, да, перерыв, чтобы не закончить. Один маленький вопрос есть у нас да, еще? Окей. Да, окей, давай. Спасибо. При протеине 14,2% вес поросенка ниже 10,3 кг. При 17% вес 10,4 кг. По информации, которая была предоставлена, нет ли ошибки в весе поросят, если мы говорим про 29? Stefan, there is this 10.4 OS, weight of piglet. You see 10.4 and 10.3. Yeah. Is there any mistakes here because feed intake is higher? It could be really we were waiting more heavier piglets. Yes, this is, yes, that would be a normal assumption, but even under perfect conditions in the cold, you're not getting above 10.5. So I think this is probably the genetic limitations in this case, and this is all the trials. Stefan, sorry, Stefan, it's a question about weight piglets, piglets weight. You see here 10.4 with the high protein formulas and 29 degrees, and when we reduced protein in the formula, we received better feed intake, but we got a lower wind weight. Maybe mistake here. No, it's not a mistake. No. Okay. If you compare it to the normal piglets per sow at 20 degrees, it's about the same. 10.4, 10.5, 10.3 is about the same. The difference of those extra feed turns into 12 kilograms less body weight loss. So it's the 29 kilograms that matter. So the sow doesn't produce a lot more milk and the piglets don't grow better in that case. No, the sow loses less body weight, and with this, it is in a better condition for the next parity. This is one trial. Of course, I would have expected higher piglet numbers, but in this case, it wasn't. Коллеги, ну, здесь вопрос такой, что при повышении потребления корма здесь даже не сколько важно вес поросят при отъеме, мы видим, какая у нас меньше веса свиноматки теряют кормление поросят. Мы видим, что здесь значительная разница, и, собственно,
ну, в этом и заключается ценность вот этого применения низкопротеинового рецепта во время жары, что свиноматки меньше теряют вес, они лучше восстанавливаются и быстрее уже готовы к следующему циклу. Ну, здесь как бы мы видим, да, так вот получилась такая как бы разница, но здесь есть такая же, вот есть разница, и в данном случае вес поросят при отъеме немножко меньше. So the effect turns into less body weight loss. And if we remember, we need about 4 to 5 kilograms extra feed to recover 1 kilogram of body weight. So we are talking here about 60, 70 kilograms of feed that this animal needs in the gestation phase extra to compensate this body weight loss. Коллеги, ну, дополнительно, чтобы компенсировать потерянный 1 килограмм веса свиноматкой, нужно около 5,5 килограмма корма, да, чтобы это компенсировать. И когда мы видим такую большую вообще разницу веса тела свиноматки, здесь практически 12 килограмм, то это где-то 60-70 килограмм дополнительного корма, который необходим для компенсации вот этого сильной потери кондиции свиноматкой. Коллеги, я перехожу к второй части нашей презентации, чтобы мы вовремя успели, и тогда после второй части мы прервемся еще соответственно, на ответы на вопросы. Okay, Stefan, the part number 2. Okay, can we start? Okay, now I would like to highlight a little bit not just what's happened around the farm, but also what's happening inside the pig. What physiological changes happen in the pig and what's happening to the tissues inside, mainly focusing on the gut and the effects heat stress has on the gut. И в данной части презентации Стефан расскажет, сфокусируется, как тепловой эффект именно влияет на животное, что происходит внутри животного, как говорится, да, как влияет на физиологию животного тепловой стресс, какие изменения происходят в тканях, особенно поговорим про изменения в кишечнике и желудочно-кишечного тракта. So, if we have heat stress on an animal, the first thing that happens, its body temperature increases and his respiration rate, so the breathing increases. I will show you an example later on. Что дает повышение, что дает тепловой стресс? Да? Это повышение температуры тела, естественно, и увеличение количества дыханий, что приводит к снижению потребления корма. И дальше Стефан покажет нам на примерах. As second reaction, the body reduces the amount of blood flow to the inner organs and brings blood to the outside of the skin to make sure the heat in the blood gets to the skin where it can get outside the body. И что еще происходит в дальнейшем? При повышении температуры у нас происходит отток кровотока желудочно-кишечного тракта, и кровь у нас отливает к поверхности кожи, да, то есть это для того, чтобы как раз у нас увеличить вот эту отдачу тепла. И, соответственно, по мере вот этого уменьшения кровотока у нас снижается количество кислорода, который поступает уже, начинается гипоксия и, соответственно, оксидативный стресс, образование свободных радикалов. You already said what I was going to say. Sorry, Stefan, because I'm thinking about this process too much. So basically, less oxygen is coming from the blood to the inner organs, and there is less energy available. And at the end of the day, the connections between the gut cells, so the cells that are inner lying of the gut, these connections are getting weak and they are breaking open, and we get something that is called the leaky gut. So the gut loses fluids inside the gut lumen. Коллеги, ну, как я уже сказала, забежала вперед, происходит вот отток этого кровотока, и, соответственно, у нас развивается гипоксия. Очень сильно страдают клетки, как мы дальше с вами еще посмотрим, за счет того, что снижается поступление энергии к
Энтероциты — это у нас общее название клеток эпителия кишечника. Мы дальше на этом остановимся. И у нас происходит, соответственно, разрушение связи между этими клетками. И это приводит к так называемому термину дрявый кишечник, да, когда у нас начинается на комплексах диарея, вот дрявый кишечник, разрушение вот этих связей. And what we get with this at the end of the day is a damaged gut surface and a reduced absorption of nutrients and an increased contact with pathogens and toxins from the gut inside. So endogens, toxins go in, and on top of it, the animal is losing fluid and nutrients into the gut. At the end, we have a lower efficiency of digestion and absorption, and we have reduced performance. И что к чему это в итоге приводит? Это приводит к тому, что достаточно вот это вот нарушение целостности кишечного слоя, да, вот это эпителия, нарушение целостности эпителия приводит к тому, что нарушается усвоение питательных веществ, недостаточно поступает энергии клеткам. Плюс вот эти вот просветы между эпителием дают возможность внутрь попадать патогенам, и всем патогенам, да, и, соответственно, что в итоге дает нам снижение продуктивности у животных. Мы получаем снижение привесов и других показателей. Next slide, please. This is a little bit a graphic. Don't be shocked by the amount of words on here. Let's focus on the red, on the words in the red. Коллеги, достаточно на данном слайде очень такой интересный объемный слайд, что проходит при гипертонии. Пожалуйста, не пугайтесь. Давайте мы сфокусируемся только на красном, что дает нам гипертермия, перегрев, да? As I already showed, heat stress leads to reduced feed intake. It leads to increased oxidative stress because oxygen and air goes to the outside, and we have in the inside less blood flow. And we have breaking junctions of the gut inner line. И как Стефан уже сказал, вот эта гипертермия приводит к тому, что происходит снижение потребления корма, да, идет активно окислительный стресс в тканях желудочно-кишечного тракта, оксидативный стресс, и у нас происходит разрушение контактов между клетками эпителия, да, то есть у нас идет разрушение плотных межклеточных контактов. И это приводит к увеличению проницаемости кишечника. And at the end of the day, we have a damaged permeability of the gut surface, and endotoxins that are in the gut inside are entering the gut, the animal, and nutrients cannot enter on the other side, and we get an activation of the immune system that is very, very costly. И что в итоге происходит? При повышении проницаемости кишечника у нас идет поступление эндотоксинов, внутренних токсинов, которые, их поступление вызывает активизацию иммунитета из начала процесса, воспалительного процесса, да, а активизация иммунитета — это достаточно такой серьезный процесс, который происходит в организме, который также нам стоит падения продуктивности. Okay? The gut itself is actually our largest immune organ. Yeah, we have in the gut most of the immune functions that happening in our body. И, соответственно, наш кишечник, да, это является наш орган нашей иммунной защиты, да, там очень много протекает иммунных процессов, защитных процессов для нашего тела. Maybe we explain it in the next graph in a slide with a little bit pictures better. Can we go to the next one? We have here basically the single layer of cells that separates our gut lumen from the body of the animal. So there's a very thin layer around the villi that is single cells covering all our gut. This is the structure you see here on the left side.
И вот, коллеги, еще один такой очень сложный слайд, но мы сейчас быстро с вами его разберем. Вот посмотрите, пожалуйста, на левой стороне как раз мы видим вот здесь вот клетки, энтероциты, которые и выстилают вот как раз поверхность кишечника, ворсинок, вот эти вот клетки энтероциты, которые между собой связаны плотными межклеточными белками, как связью. Вот и в нормальном состоянии они находятся близко друг к другу и связаны, и являются тем барьером, защитным барьером от патогенов и разных токсинов и патогенных бактерий. And normally the nutrients are absorbed through those tight junctions. So where you see the green bits and pieces, those are protein bindings. Normally the nutrients are absorbed this way. And those tight junctions under heat stress break open and allow bacteria and toxins to enter into the body. В нормальном состоянии вот эти вот наши плотные межклеточные белки, они также позволяют нутриентам заходить, да, адсорбироваться, усваиваться через них. При тепловом стрессе, коллеги, происходит разрыв межклеточных контактов, и это позволяет заходить патогенам и вредным бактериям. So if we now look to the right side, we see basically that all those colorful bacteria and endotoxins enter now through the larger gaps between the single cells and get into the body and causing an inflammation inside the body. Если мы посмотрим на правую сторону слайда, здесь уже показан результат вот этого негативного теплового стресса, когда разрушены вот эти межклеточные связи, и свободно здесь заходят патогены, вредные бактерии, которые в свою очередь являются причиной воспалительных процессов, которые начинают протекать в организме. On top of it, free radicals, so really reactive oxygen compounds or similar compounds that have a damaging effect on the tissues, are released to a larger extent and they lead to more cellular damage. Также идет активное образование активных радикалов, которые являются направлены, они очень реакционноспособны и очень быстро взаимодействуют с тканями, с клетками и разрушают эти ткани и клетки. On the next slide, I have just the guiding literature, just in case somebody wants to read about this. The effects of heat on feed intake is very clear, and it has been shown a long time ago. Also, this leaky gut and the tight junctions that they are breaking is something that has been researched in chicken and pigs. And also the inflammation effects from the bacteria and the reaction to the endotoxins has been researched for the last couple of years very intensively. Коллеги, ну на данном слайде здесь краткие выдержки из публикаций, которые были сделаны уже очень давно назад, что происходит в организме во время теплового стресса. И здесь как раз есть уже публикации, исследования и снижение потребления корма, что вы прекрасно знаете, и синдром дырявого кишечника, это как раз нарушение вот этих плотных межклеточных контактов, и свободное вот при тепловом стрессе это проникновение бактерий и токсинов в организм. And you see here already zinc, one of the trace elements, is playing an important role. And in the next few slides, I would like to highlight a little bit what the minerals and what form of minerals have as effects on those tissues and the heat stress management. Коллеги, и в одних из публикаций также были сделаны то, что важную роль в сохранении вот этого предотвращения разрушения межклеточных контактов играет цинк. То есть это было уже опубликовано. И Стефан дальше расскажет именно вот этот вот процесс, да, вот этот механизм именно сохранения межклеточных контактов во время теплового стресса. This slide, I'd like to highlight the reason why we want to focus a little bit more on the trace elements under heat stress. One factor is very simple. Heat stress animals drink more,
because they drink more, they excrete more urine, and with this, they lose more minerals. But there is a lot more. All the organs react, and they require a different level of mineralization of the feed or the water to compensate the heat stress. Здесь на данном слайде, коллеги, показаны у нас, соответственно, микроэлементы, которые уже давно было опубликовано о их пользе микроэлементов именно предотвращении негативного влияния теплового стресса. Один из самых простых таких факторов, как мы прекрасно знаем, что во время теплового стресса животные больше пьют, и за счет этого происходит, они больше выделяют мочи, и больше микроэлементов вымывается вместе с мочой. Zinc, for instance, is part of many, it's part of many enzymes as a cofactor. It affects the barrier function, so keeping the bad stuff out and making sure the inside is protected. It also is involved in the immune function of the animal. Цинк, он, в свою очередь, он еще помимо того, что предохраняет наши плотные межклеточные контакты, он еще является активатором очень многих ферментов, он влияет и на кислотный баланс, является одним из важнейших факторов иммунной защиты. Это необходимый элемент для регенерации, повреждения кишечника, восстановления тканей. Copper, zinc, and manganese are parts of the superoxide dismutase and of the glutathione peroxide enzyme that is reducing these free radicals I talked about to, at the end, water and oxygen. И медь, соответственно, также медь, цинк, марганец – это важнейшие микроэлементы для функционирования супероксида дисмутазы. Это фермента, который, собственно, помогает, выполняет антиоксидантную защиту за счет того, что трансформирует этот негативный супероксид кислорода и переводит в пероксид водорода и в кислород, который уже не такой негативный, как был. Selene and iron are part of the glutathione peroxidase and also of the catalase that basically finish off this process that the superoxide dismutase started. So the first step is controlled by copper, zinc, and manganese and the dismutase, and the second step of downgrading these reactive radicals is guided by or controlled via iron and selene. Селен и железо в данном случае являются активаторы глютатион пероксидазы и каталазы. Это вторая ступень перевода вот нашего, о чем мы начали говорить, наш негативный радикал супероксид, который мы с вами уже благодаря меди, цинку и марганцу перевели в пероксид водорода. Вторая стадия, нам на помощь вступают селен и железо, которые этот пероксид водорода переводят в воду и кислород. То есть они являются активаторы именно ферментов. Another trace element that plays a very important role in the regulation of insulin, and especially in south where we have a reduced insulin resistance over time, the chromium plays a very important role in these processes. И еще очень важный такой микроэлемент, который является архиважным в регуляции инсулина, в повышении активности инсулина и снятии инсулиновой резистентности. Это хром. Инсулиновая резистентность, я еще раз, именно то, что очень часто мы встречаемся сейчас с высокопродуктивными животными. Я добавлю на практике, мы встречаемся с этим очень часто. Okay, next one. But it's not just the mineral itself, it's also the form of the mineral. Some forms of trace elements are highly toxic. Chromium, selenium, both in very high dosages can be very toxic, is one of the things. The other one is some of them have different ways they get into the body, and we can distinguish the quality of trace elements by looking at how absorbable and how digestible they are.
Мгм. Ну, нужно понимать, да, когда мы работаем с микроэлементами, мы должны понимать, какой источник вот микроэлементов. Как говорит Стефан, что есть источники, и я думаю, что вы прекрасно знаете, допустим, селена и хрома, неорганические источники, они являются высокотоксичными, и использование их достаточно чревато, да, и при выборе источника микроэлемента мы всегда должны учитывать, да, как они адсорбируются, каким путем они адсорбируются и в дальнейшем, как они усваиваются организмом. Это очень важно, какой источник минералов мы выбираем. In the next slide, I put our ideas about what's important here for a properly chelated trace element. И на данном слайде мы как раз поговорим о том, какими принципами, коллеги, мы должны руководствоваться к выбору источников микроэлементов, к требованию к микроэлементам и их хелатным комплексам, какие они должны быть и какие требования мы предъявляем к нашим продуктам. The factors are, first of all, the compound needs to be water soluble because all absorption processes in our body are involving transport via water and involving the nutrients being solubilized in liquids. Прежде всего, комплексы должен быть водорастворимый, потому что все процессы, протекающие в организме, идут, транспорт идет в водной основе, то есть комплексы должны быть водорастворимые. The second important factor is these compounds need to be stable in different pH levels. Some of the compounds on the market are stable at neutral conditions. In acid conditions, they break apart, and at the end, you have normal trace elements. И мы должны при выборе источника микроэлементов всегда учитывать, что этот комплекс должен быть стабильных при меняющихся pH, то есть при разбеге pH у нас комплекс должен сохранять свою устойчивость, потому что на рынке встречается очень много комплексов, которые могут быть стабильны в нормальных условиях, но в кислой среде они очень быстро распадаются, они неустойчивы, и в этом случае при распадении этих комплексов мы получаем также ионы металлов, которые ничем не отличаются от усвоения обычных неорганических источников. The complex created with this trace element also needs to be stable in the presence of other chelating materials such as phytic acid. There's a lot of phytic acid in our feed, that's why we add phytase, but this phytic acid binds other substances like amino acids and minerals. So the compound we are adding should not be damaged by this phytic acid inside the feed. И комплекс также мы должны учитывать, он должен оставаться стабильным, и ничего с ним не должно происходить, он не должен связываться в присутствии хелатирующих, связывающих веществ в рецептах, как, допустим, фитаза, да, которая может связывать комплексы, и в этом случае комплекс будет терять свою активность. The next factor is the complex needs to be digestible and absorbable at the end of the day. Many simple minerals that we use, so inorganic minerals, zinc, copper, and so on, are only 20 to 30% absorbable at the end of the day. И комплекс должен хорошо всасываться, адсорбироваться, и очень много источников неорганических элементов, которые сегодня используются, всего на 20-30% имеют процент адсорбции усвоения. And the last point is the complex created must also result in measurable results inside the animal. The availability must be visibly increased, and the metal as well as the amino acid need to get into the body to be able to be used by all organs and all cells. И в итоге комплекс должен иметь хорошую, иметь биодоступность как и металла, так и аминокислоты, чтобы использовались, как говорится, и металл, и аминокислота одинаково эффективно. Next slide, please. Here I show one of the zinc complexes that
we have created, and here we have basically zinc as a salt form with chloride on the other end, so that makes it very soluble in water solutions. Коллеги, на данном слайде на примере цинка, который связан и является связан с аминокислотой и является солью, дает ему растворимость. Здесь рассмотрен комплекс максимально, как он должен быть создан для адсорбции. Also, what is different in our product is that we have a ring of 5 atoms that create a specific stability of this complex that we are creating. So the linkage between oxygen, nitrogen, and the carbon and the zinc is very stable. И самое важное, коллеги, отличие продукта и стабильности молекул говорит о том, что у нас атом цинка, он связан с другими атомами, с атомом азота, кислорода, углерода, таким пятиатомным прочным кольцом. И это дает именно стабильность этой молекуле, предотвращает ее от разрушения других факторов. То есть вот эта вот структура, очень стабильная структура, которая не поддается воздействию негативных факторов. And then on top of it, we have amino acids linked to this complex that are basically the way we use to transport the trace element inside the body. That is one of the big differences between our product and many, many other chelates that are on the market. They are not able to use the amino acid pathway to get in. They would typically be broken apart in the gut, and only the mineral, like any normal other mineral, would be absorbed one way and the amino acid would be absorbed another way. So they're not staying together in our complex because these 5 rings and the structure we've created, they stay together and go via the amino acid pathway. It's one of the big differences between many, many chelate products on the market and our zinc performance mineral. Коллеги, и основная большая разница между другими хелатными компонентами, комплексами на рынке. Здесь посмотрите, пожалуйста, молекула аминокислоты, да, формула аминокислоты. И транспортная система за счет свободных боковых цепей вот этой вот аминокислоты распознает ее как аминокислота. И адсорбция происходит именно по пути аминокислоты, то есть не как остальных препаратов, а именно здесь это, коллеги, важнейшее принципиальное отличие от всех других хелатов на рынке. Идет транспорт по пути аминокислоты, стабильная структура, которая позволяет сохранить нам, вот здесь в данном случае цинк, и позволяет пройти путь адсорбции по пути аминокислот. And the next slide, those are just simplifications of different products and chelates on the market. There is our Zinc Pro performance mineral, which has 1 amino acid and 1 trace elements linked together with this very specific bonding, where we have proof that this is absorbed via the amino acid pathways. Then there is other products like glycinates or proteineates that are created in a different way and where the amino acid and the mineral are linked, and they have also solubility and stability, but they are not transported via the amino acid pathway. So they don't have this advantage. They go like a normal, any other mineral, inorganic inside the body. And with the proteineates, the level of zinc within the protein chain is relatively low at the end of the day. Коллеги, и на данном слайде показано сравнение наших продуктов Zinpro, которые, посмотрите, пожалуйста, один микроэлемент, один атом микроэлемент с одной аминокислотой, связан с одной аминокислотой. И это принципиальное отличие от всех других продуктов на рынке.
Именно эта особенность позволяет проходить через специальный транспорт для аминокислот, что дает преимущество этого продукта перед всеми другими продуктами. Если на примере хелатов, глицинатов и протеинатов мы видим, что большое количество связывания с большим количеством аминокислот и возможности проходить через аминокислотный путь у них нет. Также происходит диссоциация, и фактически ионы металлов идут по тому же пути, как неорганические источники. С точки зрения протеинаты имеют очень, коллеги, достаточно длинную белковую такую цепь из аминокислот, что в итоге, если мы посмотрим в разрезе на продукт, имеет достаточно низкое содержание металла. И также усвоение и адсорбция этого металла будет под вопросом. Next slide. Here is a simplification of the gut cells. These enterocytes I've been talking about. And on the left side, you see the zinc transport, so the inorganic zinc, or the products that fall apart basically before they can be absorbed. They go via one specific transporter that is called ZIP into the cell and via a second transporter out of the cell into the bloodstream. И здесь, пожалуйста, коллеги, на данном слайде показано сравнение способ именно всасывания и транспортер для аминокислот и транспортер для двухвалентных металлов. Они отдельные, и мы видим, как происходит транспортер ионов металла. Здесь происходит отдельно, и транспортер аминокислот отдельно, то есть они отличаются. And our product, because it's linked to the amino acid, is using basically a different gateway, a different door to get into the body, and that allows a higher efficiency of absorption and goes via a different pathway, staying together and being absorbed into the bloodstream as one complex. И благодаря тому, что наши продукты, у нас один элемент связан с аминокислотами, это большое преимущество, что адсорбция происходит по пути именно по трансферу аминокислот, именно по этому пути. И это дает большое преимущество перед другими продуктами именно в абсорбции. And we have pretty solid proof with different technologies to show that our product is absorbed this way, and that many others, including the inorganic, like the zinc sulfate or zinc oxide or the copper sulfate, are going a totally different way and are absorbed with a lower efficiency because there's typically a lot of competition for those transport systems. Коллеги, у нас очень большое количество научных доказательств, экспериментов, опытов, которые показывают различные транспортеры для ионов металлов и транспортеры для аминокислот, и как происходит именно адсорбция наших продуктов. Мы должны учитывать, что при транспорте ионов металлов образуется некая конкуренция между разными ионами металлов и конкуренция за путь адсорбции. И в данном случае за счет того, что адсорбция происходит по транспортеру аминокислот, здесь большое преимущество. Yeah, we need to go a little bit fast. I think we're running a little bit out of time. Yes, Stefan. We go to the next one. We go to the next one. This is just a summary. We have basically 4 major factors that we mentioned. One is feed intake. The second one is the tight junctions. The third one is the oxidative stress. And the fourth one is the glucose transport. So those are the 4 processes that are affected by heat and where also minerals play an important role. И, коллеги, основные физиологические изменения, про которые мы уже сказали суммарно, это снижение потребления корма, что дает дальше дальнейшее воздействие, разрушение плотных соединительных белков, оксидативный стресс, и, соответственно, за счет того, что идет процесс воспаления, у нас увеличивается система, потребность глюкозы за счет того, что для активации иммунной системы, для ее работы необходима энергия, и глюкоза является как раз ее источником. In the next few slides, I would like to show you a little bit what's happening under heat stress. Here you have an animal being fed a control diet with normal zinc sulfate on the left side, that's the yellow one. Then we have a second control diet that has been fed to an animal at the same amount,
of feed, then the third group, the red one, which is a heat stress group with zinc sulfate, has been eaten. So we are reducing the intake to the same level than the red group. This is the orange one. The red group is zinc sulfate under heat stress, and the blue group is the Avila zinc, our product. So as you can see in this slide, this is rectal temperature. Under normal temperatures, the body temperature is 39 degrees. Under heat stress, the animal increases its body temperature up to 41, 42 degrees. Коллеги, и на данном слайде показано как раз эксперименты, которые проводились над животными, которые контрольные животные без подвержения тепловому стрессу, и две группы животных, которые подвергались тепловому стрессу. На данном слайде отражена ректальная температура. В данном случае, коллеги, здесь первое, две группы животных, вот желтый график и оранжевый график. Оранжевый график — это животные, и желтый график — животные, которые получали цинк из неорганического источника, сульфат цинка, и оранжевая группа животных подвергалась именно ограничению в корме, то есть тоже был стресс в виде ограничения корма. Здесь две группы животных. Красная группа животных получала цинк из неорганического источника, а голубая группа животных получала в качестве дополнения цинк из Avila цинк. And here the important difference in the next slide is that this is the respiration rate. So I mentioned already 50 is about the point where heat stress is really visible in the animal. The animals in the control group and the pair fed group have about 42 breaths per minute. If we look at the heat stress animals, we have an increased respiration rate to about 155, so 4 times the amount of breathing to get rid of the heat. И, коллеги, на данном слайде те же самые животные, которые две группы не подвергались тепловому стрессу, две группы подвергались у нас, и мы видим, как меняется частота дыхания в зависимости от теплового стресса, как увеличивается частота дыхания. Here you see very little difference between our product and the control sulfate, zinc sulfate. Where the differences show very clearly is on the absorption problems. So this tight junction breaking. This is a method that measures basically very large chemicals inside the bloodstream. And what's happening there is the large structures are not able to go through the gut cells and enter the body under normal conditions. If those tight junctions break, more of those compounds are getting inside the body, and we can measure this. So the higher number means more damaging substances have entered the body. Коллеги, на данном слайде показан именно коэффициент кажущей проницаемости. Что это означает? Чем выше этот коэффициент, тем больше у нас повреждены вот эти вот связи между клетками, тем сильнее у нас нарушены межклеточные соединительные белки. Это говорит о том, что влияние теплового стресса максимально. Да, чем выше этот коэффициент, мы видим, что животные, которые не подвергались тепловому стрессу и имели источник цинка органического, да, те животные, которые были с ограничением корма, также мы видим разрушение вот этой вот целостности кишечника. Животные, которые подвергались стрессу, вот две группы, мы видим, какая значительная разница между животными, подвергающимися тепловому стрессу. Но красная группа получала цинк из неорганического источника, а голубая группа получала Avila цинк в данном случае. И мы видим о том, что Avila цинк помогает предотвратить именно разрушение межклеточных соединительных белков. Okay, next slide. These are the enterotoxins entering the body. So you see here that the control group has a relatively low level of enterotoxins. The pair-fed group, the orange one, where the feed intake is lower, has an enhanced level of enterotoxins because of the heat stress. The group with the intake limitations and
the zinc in sulfate form has basically the highest level of enterotoxins, and with the Avila zinc we are seeing the cells are more protected and less enterotoxins entering the body. Коллеги, и вот еще очень хороший слайд, показывающий уровень сывороточного эндотоксина, то есть сколько количество эндотоксинов попало, да, в кровь из-за того, что произошло именно нарушение этой целостности. И мы видим то, что животные, которые подвергались ограничению в потреблении корма, и животные, которые при тепловом стрессе, но получали в качестве источника цинк из неорганический источник, по сравнению, видите, какой высокий уровень сывороточного эндотоксина, да, то есть как сильно происходит разрушение этих связей, и группа животных, которая получала авалоцинк. Мы видим значительную разницу. Next slide. Here you see the gut cells, basically the inside of a gut cuts. You see the control group with the normal condition on the left top side. You see the extreme heat damage on the left bottom side, and you see our product on the right side, where the cells, the villi, have basically not gone through this damage and have kept their structures very well. Коллеги, и теперь на данном слайде как раз можно посмотреть на морфологию кишечника именно этих животных, которые, группа животных не под контроль, да, которая не подвергалась тепловому стрессу. Мы видим по выраженности, по величине и по количеству ворсинок, да, мы видим, как развит кишечник. Мы видим животные, которые были ограниченное кормление, мы видим, что ворсинки уже не так выражены, и площадь, поверхность всасывания, она уменьшается. Теперь посмотрите, пожалуйста, ворсинки кишечника животных, подвергающих тепловому стрессу, как сильно меняется высота ворсинок и как, насколько ниже поверхность всасывания, да, то есть при тепловом стрессе у нас уменьшается поверхность всасывания, идет повреждение ворсинок, идет нарушение работы ворсинок. И посмотрите, контрольная группа животных подвергалась тепловому стрессу, но был в качестве источника цинка авайлоцинк, да, мы видим, что ворсинки достаточно хорошие. Next slide. This is just a simplification of what's happening with the oxygen. We have in the red this superoxide, what we already explained, these free radicals. We have copper, zinc, and manganese helping with the superoxide peroxidase to create basically peroxide, and the peroxide is then taken and gone through the glutathione peroxidase and the catalase, where iron and selene play a role, and transferred into non-aggressive water. So those are the processes that happen in terms of getting rid of free radicals, where selenium and the glutathione peroxidase play a very important role. Коллеги, и здесь на слайде очень схематично изображен, как, собственно, происходит процесс утилизации очень супероксида кислорода, который является очень активным радикалом, повреждающим ткани. То есть с помощью фермента и с помощью кофакторов меди, цинка, марганца вот, супероксид переходит у нас в перекись водорода, вот идет процесс, и вот эти медь, цинк и марганец являются кофакторами этого фермента, да. То есть второй этап, у нас пероксид водорода благодаря кофакторам железа и селена с помощью каталаза и фермента глутатиона, пероксид водорода переходит в воду. То есть вот вторая ферментируемая реакция. То есть благодаря нашим микроэлементам, которые активируют данные ферменты, осуществляется антиоксидантная защита. То есть у нас негативный супероксид переходит в воду. Maya, I think we skipped the next slide. We already explained that those free radicals, the ones with R, are done here. Then we have another important change that happens. The endotoxins, the pathogens, and the trauma activate the immune system, because your body realizes something is wrong and it's creating its immune defense, and especially leukocytes are activated. However, those leukocytes require to work properly a lot of glucose.
So there is certainly a big drainage of energy and glucose that is required for body defense mechanisms and not available for growth anymore. So not just less intake, but also inside the body there is changes where glucose is moved into defense activation and not usable for growth. И, коллеги, очень важно, мы должны понимать, что во время посттеплового стресса, когда идет прохождение патогенов и эндотоксинов в организм, да, за счет разрушения вот этих вот связей, у нас происходит активация иммунитета. То есть у нас весь организм старается бороться с этими патогенами и эндотоксинами, но в процессе в организме для активации иммунитета необходима глюкоза. Она и выступает, то есть вот вся вот эта вот энергия, глюкоза, источник энергии в клетке, да, идет на иммунную защиту организма, то есть больше не на увеличение продуктивности животных, не на что-то, а организм полностью аккумулирует все свои силы, активизирует иммунитет и защищает себя от патогенов и негативного влияния токсинов. Okay. Next slide. I think this we can skip it. This shows only the literature that is available. Here, I think we have one cell and it shows the cell membrane, and we're trying to explain what's happening with the glucose import into the cells, the glucose transport. We have basically a cell membrane, and attached to this cell membrane are insulin receptors. Maya, can you press on this slide? Okay. Okay. Oh, this runs. Okay. I thought we can stop that. Okay. Yeah. So let's start from the left. Can I translate? Стефан, can I translate? Коллеги, на данном слайде изображено схематическое усвоение глюкозы клетками. И как раз здесь у нас рассказан именно как микроэлементы помогают преодолеть инсулиновую резистентность. Резистентность – это нарушение метаболического ответа на выделение инсулина. И на данном слайде, то есть у нас глюкоза должна попасть в клетку, но глюкоза никогда не попадет в клетку, если инсулин не даст на это, как говорится, добро. То есть идет взаимодействие инсулина с рецептором инсулина. Когда это взаимодействие произошло, дальше посылается сигнал для образования специального белка-переносчика GLUT4, благодаря которому глюкоза поступает в клетку. То есть вот такой взаимосвязанный процесс. Без инсулина невозможно всасывание глюкозы. То есть и часто при диабетах у нас происходит такой процесс, что накапливается большое количество инсулина, стараются действовать на рецепторы инсулина, а они не отвечают. И вот когда здесь происходит вот нарушение этой связи, возникают вот эти вот большие проблемы вот с диабетами. Тогда, когда нет вот этого именно ответа, глюкоза не всасывается в клетку, не попадает в клетку. Okay, next slide. И can I just add about chromium? Коллеги, очень важно в данном случае, что именно вот эта вот скорость связывания, хром как микроэлемент, он способствует взаимодействию инсулина с рецептором, то есть это усиливается вот эта скорость. И благодаря вот этому взаимодействию и усиливанию скорости связывания у нас поступает клетка в глюкозу, которая является в данном случае источником для активации иммунной системы и энергии для репродуктивной системы, если мы говорим о наших животных. This is basically a similar slide where you have the cell membrane, you have the insulin receptors and the glucose transport system sitting on them. And this is just to show you this is very complex. And besides chromium, also zinc plays a role in the activation of this insulin receptor. И на данном слайде, коллеги, то, что мы уже сказали, то есть у нас идет активация рецептора инсулина, где нам помогает хром. Но когда у нас еще вместе в паре работает цинк, то скорость передачи связи, да, для сигнала у нас увеличивается. И как вот эта вот именно совместная работа двух микроэлементов помогает быстро поступать глюкозе в клетку. Okay.
And in the next slide, this is just a summary again, where our products that are available are going into the superoxide peroxidase and the glutathione peroxidase. И, собственно, это уже суммарно слайд, коллеги, о чем мы с вами говорили. Да? Мы рассказываем о эффективности работы наших продуктов, именно перевода. То есть наши продукты выступают как антиоксиданты, да, именно перевода активного радикала, соответственно, уже дальше суммарно, что мы получаем на итоге в воду. Да? Вот, собственно, благодаря таким микроэлементам. I would like to apologize for going a little bit over time. I hope you can still stay on for a while, that Maya will show you some of the results and we will have time for questions. Okay, we apologize for being late. Мы немножко извиняемся за то, что мы чуть-чуть больше времени, мы чуть-чуть позже начали, еще 2-3 минуты, и, собственно, я завершаю данную презентацию. И, коллеги, с точки зрения практики, применения продуктов на практике, буквально, собственно, всегда всем интересно, а что же все-таки будет на производстве, потому что теория — это очень хорошо, очень интересно, что будет на практике. Мы проводили не только научные эксперименты, но и работа с нашими продуктами на свинокомплексах показывает, что разница продуктивности животных, подвергавшимся стрессу, всегда, когда используются по сравнению с продукты микроэлементов по сравнению с неорганическими источниками, мы даем хорошие результаты по повышению продуктивности, повышение количества живорожденных поросят на свиноматку, повышение веса рождения поросят. Особенно это очень важно при высокопродуктивной генетике, когда мы видим, что у нас в гнезде большое количество мелковесных неоднородных поросят. Очень важно посмотреть, коллеги, как мы уже говорили, как хром, авайлохром и авайлоцинк вместе взаимодействуют, что проводили эксперименты, как кормление свиноматок неорганическими источниками микроэлементов. И когда мы, допустим, используем авайлоцау, который не содержит авайлохром, и при использовании совместно авайлосау и авайлохром мы еще больше повышаем производительность, потому что эти микроэлементы работают в тандеме и повышают результаты на предприятии. Также влияние на количество как и живорожденных поросят, так и влияние авайлосау и авайлохром на количество отнятых поросят логично такая же тенденция. Чем больше родилось, тем больше отняли при условии хорошей конверсии при условии хорошей сохранности поросят в течение лактационного периода. Авайлосау и авайлохром, вот видите, совместное применение авайлосау и авайлохром дает вот такое преимущество количества отнятых поросят на свиноматку. Также очень интересно, как влияют, как авайлоцинк и авайлохром повлияет на вес каркаса. Вот использование наших продуктов в Бразилии. Очень интересно посмотреть, как использование авайлоцинка и авайлохрома вместе повышает вес каркаса по сравнению с неорганическими источниками. И важно не только вес каркаса, да, какой вес будет, но еще выход, да, по отношению к живому весу, вес каркаса, еще важно повышение выхода. Здесь также мы видим при совместном использовании авайлоцинка, авайлохрома повышение выхода веса каркаса. И, коллеги, в качестве заключения, спасибо вам огромное. Вы все прекрасно знаете, что тепловой стресс наносит огромный экономический ущерб. Все мероприятия, что мы делаем, мы должны ориентироваться на животное. Мы должны создавать максимально комфортные ему условия. Мы должны помогать животному пережить этот с минимальной потерей продуктивности, да, и основные физиологические эффекты. Очень важно при подборе любого рецепта, при подборе любой добавки, когда вы стараетесь улучшить вашу формулу кормления для животного, вы должны учитывать, что важно предотвратить падение потребления корма, происходит разрушение плотных соединительных белков, важно помочь снизить это разрушение. Происходит оксидативный стресс, важно снизить негативное влияние оксидативного стресса. И, как мы уже сказали, происходит увеличение в потребности именно в глюкозе за счет того, что происходит активизация иммунной системы.
Коллеги, мы даем такие рекомендации по дозировкам для наиболее животных, которые подвергаются группе риска с целью предотвращения теплового стресса, но еще в зависимости, какое состояние животных, какие результаты на предприятии, то есть и дозировки могут быть рекомендованы в индивидуальном порядке. Коллеги, большое вам огромное спасибо за ваше внимание. У меня все. Все вопросы, мы уже вышли из времени на 7 минут, но учитывая, что мы на 4 минуты позже начали. И что касается вопросов, я не знаю, есть ли время у нас отвечать на вопросы, либо мы можем, мы на связи, все коллеги, мы можем дальше отвечать уже на вопросы в индивидуальном порядке. Надя, коллеги, как мы поступим? Добрый день еще раз. Мы обработаем все вопросы, уважаемые коллеги, и пришлем ответы на электронную почту. Как бы она у вас указана при регистрации. Отлично, коллеги, большое вам спасибо за внимание. Мы на связи, пожалуйста, обращайтесь в случае, если какие-то остались неясности, неточности. И большое вам спасибо еще раз. Stefan, thank you so much for your speech. Thanks everybody for staying on. Коллеги, спасибо всем, кто дошел до конца с нами в этот вебинар.